Привет, я Миша. Представь, 4 часа 47 минут утра. Ты открываешь глаза за 3 минуты до будильника, и в голове уже работает машина. Список того, что ты не сделал вчера, список того, что нужно сделать сегодня, сообщение, которое ты отправил 3 дня назад, и до сих пор не уверен, как оно прозвучало. Лежишь в темноте, простыня холодная, в груди что-то тугое, как сжатая пружина. Думаешь, у всех так. Это просто жизнь. Это просто я такой. Это не жизнь. Это не ты такой. Это тревожность. И ты живешь с ней так долго, что перестал ее замечать, как рыба не замечает воду. Тебе говорили, что тревога — это когда нервничаешь перед собеседованием, когда сердце колотится перед выступлением, когда не можешь заснуть в воскресенье. Это ложь. Точнее, это половина правды. И половина — самая безобидная. Настоящая тревожность — это не реакция на момент. Это операционная система, на которой ты работаешь годами. И сегодня ты узнаешь ее в лицо. 5 ее лиц. И у каждого своя ловушка. Механизм, через который тревога сама себя кормит и становится сильнее. Если ты узнаешь свою ловушку, ты сделаешь больше, чем за месяц размышлений «почему я такой?». С тебя лайк, подписка, погнали. Сначала разрушим главный миф. Старое убеждение звучит так. Тревожный человек — это слабый человек, который не умеет взять себя в руки, расслабиться, не накручивать. Это ложь, выстроенная на полном непонимании биологии. Джозеф Леду, нейробиолог из Нью-Йоркского университета, 30 лет изучавший миндалевидное тело, в книге «Тревожный мозг» доказывает обратное. Тревожный мозг — это не сломанный мозг. Это мозг с повышенной чувствительностью системы обнаружения угроз. Та самая система, которая миллионы лет назад спасала твоих предков от хищников. Те, у кого она работала громче, выжили и передали гены. Те, у кого тише, не передали. Услышь это. Твоя тревога — это не дефект. Это эволюционное преимущество, которое в современном мире оказалось не к месту. Хищников больше нет, а сирена внутри тебя продолжает выть. Ни на тигра, на непрочитанное сообщение от начальника. Ни на змею, на счет за электричество. Ни на голод, на мысль «а вдруг я недостаточно хорош?». По данным Американской психиатрической ассоциации, около 19% взрослых людей в любой год соответствуют критериям хотя бы одного тревожного расстройства. Каждый пятый человек в очереди в супермаркете. Каждый пятый в твоем офисе. И большинство не знают, что с ними. Они думают, что у них такой характер. А исследование Гарвардской медицинской школы под руководством Рональда Кеслера показало еще более жуткую цифру. Около трети людей за всю жизнь хотя бы один раз проходят через клинически значимый тревожный эпизод. Треть. Это не редкость. Это норма, о которой просто не говорят. 5 лиц, 5 зеркал. Посмотри в каждое. Первое лицо. Фоновый тревожный. Ловушка «думать значит решать». Клинически это называется генерализованное тревожное расстройство, или сокращенно ГТР. По-человечески это когда ты беспокоишься обо всем сразу, все время, никогда не отдыхая. Расскажу про человека, которого я знаю много лет. Назову ее Анна. 34 года, проект-менеджер, 2 детей, муж, ипотека. Все нормально. Однажды за кофе она сказала мне: «Миша, я не помню, когда последний раз чувствовала, что внутри тихо». Просыпается в 5 утра, в голове уже включен процессор. Дети поели? Завтра презентация. А если я что-то забыла? Мама давно не звонила. А вдруг с ней что-то? Муж был молчаливый за ужином. Он злится? Я что-то сделала? Анна не сумасшедшая. Анна типичный человек с ГТР. И вот в чем ее ловушка. Она искренне верит, что ее беспокойство — это полезная работа. Что если она сейчас не подумает обо всех возможных проблемах, они застанут ее врасплох. Беспокойство для нее равно подготовка. Психолог Томас Борковиц из Университета штата Пенсильвания потратил 30 лет на изучение этого механизма. В своей классической работе «Природа, функции и истоки беспокойства»
Он сформулировал то, что сегодня называют моделью беспокойства как избегание, и обнаружил жуткую вещь. Мозг не отличает обдумывание от решения. Когда ты прокручиваешь в голове сценарий, нейронные сети активируются те же, что и при реальном действии. Мозгу кажется, что ты что-то делаешь. На самом деле ты тренируешь сеть тревоги. Каждый цикл прокручивания делает следующий цикл легче и сильнее. Более того, Борковиц в эксперименте доказал, что около 85% событий, о которых тревожатся люди с ГТР, никогда не происходят. А из оставшихся 15 большинство оказывается куда мягче, чем мозг предсказывал. То есть твой мозг работает прогнозной машиной, которая ошибается в 8 случаях из 10. И ты продолжаешь ей верить. Через год такой жизни тревога становится привычкой мозга. Через 5 — структурой личности. Анна на одной из наших встреч сказала мне: «Миша, я даже не знаю, кто я без этого. Если выключить тревогу, останусь ли я вообще?» Останешься, Анна. Просто впервые за 20 лет без шума в голове. Второе лицо. Социально тревожный. Ловушка, избегание. Это не стеснительность. Стеснительный человек переживет неловкость и пойдет дальше. Социально тревожный 3 дня прокручивает в голове разговор недельной давности. Реплику, которую сказал, паузу, которая длилась слишком долго. То, как он засмеялся не там, где надо было. Знаешь такого человека? Может быть, ты сам такой человек? У социально тревожного мозга чужой взгляд работает как сканер. Не они смотрят на меня, а они меня оценивают и находят неполноценным. Каждая социальная ситуация — это экзамен, который ты заваливаешь в реальном времени. Британский психолог Дэвид Кларк, профессор Оксфордского университета, создавший когнитивную модель социальной тревожности, обнаружил кое-что важное. В книге «Социальная тревожность. Клинические, развитие и социальные перспективы» он показывает, социально тревожный человек видит себя в социальной ситуации не глазами других людей, а глазами своего самого жестокого внутреннего критика. И этот внутренний образ ощущается так, будто это объективная реальность. То есть ты буквально живешь в галлюцинации того, как тебя оценивают окружающие. А окружающие в это время думают о своих счетах за электричество. Я расскажу тебе про моего знакомого. 41 год, IT-инженер, блестящий профессионал, один из лучших в своей области. На работе общается только через мессенджеры. На встречах молчит. 8 лет не был на корпоративе. 8 лет придумывал причины. То болен, то семейные обстоятельства, то срочный дедлайн. Однажды мы сидели с ним вечером, и он впервые сказал мне правду. «Миша, я каждый раз неделю готовлюсь к тому, что нужно будет с кем-то поговорить вживую. И каждый раз отменяю в последний момент. Я думаю, что со мной что-то не так». С тобой все так. Просто у тебя ловушка, в которую ты загнал себя сам. Чтобы не чувствовать ужаса оценки, человек начинает избегать. Не идет на вечеринку, не звонит, пишет, не выступает, хотя мог бы, не подходит первым. И каждый раз, когда он избегает, мозг получает мощный сигнал. Значит, это и правда было опасно, раз мы выжили только потому, что убежали. Это явление психологи называют петлей негативного подкрепления. Исследования группы Стефана Хоффмана в Бостонском университете показали, каждое избегание дает кратковременное облегчение, и это облегчение мозг записывает как награду. Награда закрепляет поведение. Через сотни таких циклов мозг буквально перестраивается. Общение становится угрозой по умолчанию. Тревога не уменьшается, она закрепляется. Каждое избегание — это инвестиция в страх. Через год ты живешь в меньшем мире, чем год назад. Через 5 — в квартире. Через 10 — в одной комнате. И ты называешь это «я просто интроверт». Это не интроверт. Это страх, переодевшийся в характер. Третье лицо. Паникер. Ловушка, страх страха. Паническая атака — это не «я очень разволновался». Это когда мозг по ошибке нажимает красную кнопку. Тело ведет себя так, будто на тебя сейчас нападут. Сердце стучит в горле. Воздуха не хватает. Кружится голова. Пальцы немеют. Мысль одна. Я умираю.
или «я схожу с ума». Первая паническая атака почти всегда случается в безопасном месте. В метро, в очереди в магазине, на совещании, без предупреждения, без причины. Просто и вот ты на полу. Я однажды разговаривал с парнем, назовем его Артем, 29 лет. Первый приступ случился у него в обычный вторник, в очереди за кофе. Без причины. Скорая, кардиограмма, все в норме. Врач сказал: «Вы здоровы». Он не поверил. Через неделю второй приступ. В метро. С тех пор он перестал ездить в метро. Через месяц третий. В торговом центре. Перестал ходить в торговые центры. Когда мы разговаривали, его карта мира уже сжалась до 3 улиц вокруг дома. Он сказал мне: «Миша, я больше боюсь не самого приступа, я боюсь, что он начнется». Дэвид Барлоу, основатель Центра тревожных и связанных расстройств в Бостонском университете, в книге «Тревога и ее расстройства» объясняет именно это. Ловушка называется «страх страха». После первой атаки мозг начинает мониторить тело. Сердце слегка стукнуло после кофе? Это что? Дыхание чуть сбилось, когда поднимался по лестнице? Это начинается? Нейробиолог Стэнфордского университета Роберт Сапольски в книге «Психология стресса» объясняет физику этого процесса. Зебра в саванне испытывает острый стресс ровно 30 секунд, пока убегает от льва. Потом все. Тело возвращается к норме. У человека другая беда. Мы научились пугаться собственных мыслей. Зебра не боится того, что лев может появиться завтра. Человек боится, и его тело реагирует так, будто лев уже здесь, каждый день, годами. Кортизол, который должен был спасти, начинает разрушать. Сапольский называет это трагедией когнитивной системы, которая обогнала собственное тело. И вот тут жестокий парадокс. Само сканирование провоцирует следующую атаку. Ты думаешь, вдруг сейчас будет приступ. От этой мысли учащается сердце. Учащенное сердце ты интерпретируешь как «началось». От этого настоящая паника. Приступ происходит. Мозг запоминает: «Я был прав, опасность реальна». Через какое-то время человек боится не ситуаций, он боится собственного тела. Каждое нормальное ощущение — учащенный пульс, легкое головокружение, тепло в груди — превращается в спусковой крючок. Он живет в постоянной готовности к катастрофе, которая никогда не наступает. Четвертое лицо. Навязчивый. Ловушка, ритуал. ОКР — это не про «я люблю порядок». Это не про аккуратные стопки полотенцев и выровненные карандаши. Это про то, что в голову приходит мысль, от которой становится невыносимо. Мысль о том, что ты не выключил плиту. Мысль о том, что ты случайно кого-то заразил. Мысль о том, что ты сделал что-то ужасное и не помнишь. Мысль о том, что с твоим ребенком может что-то случиться, если ты не повторишь определенное действие 3 раза. И единственный способ заглушить эту мысль — что-то сделать. Проверить плиту, помыть руки, постучать, перечитать сообщение в 7-й раз. Это и есть ритуал. Бессел ван дер Колк в книге «Тело помнит все» описывает похожий механизм для травмы. Мозг пытается через действие справиться с тем, что не может переработать на уровне мысли. В ОКР работает та же логика. Ритуал дает временное облегчение. На минуту, на 5, на час. А потом мысль возвращается. Сильнее. И требует нового ритуала. Дольше. Чаще. Психиатр Джеффри Шварц в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сделал нечто, что изменило понимание ОКР навсегда. В исследовании с использованием ПЭТ-сканирования он показал: у людей с ОКР 3 зоны мозга — орбитофронтальная кора, поясная извилина и хвостатое ядро — застревают в патологической петле, как заевшая пластинка. В книге «Мозговой замок» Шварц описывает это буквально как замок, который защелкнулся. Мысль приходит, петля замыкается, ритуал, кратковременное облегчение, мысль возвращается. И вот что важно. Шварц доказал в клиническом эксперименте: если человек регулярно останавливается, переименовывает мысль и не выполняет ритуал,
Через 10 недель сканер показывает физические изменения в мозге. Петля разжимается. Мозг учится новому пути. Расскажу про молодую маму, которую я знаю. Образованная, умная, способная женщина. После рождения ребенка начала каждые 20 минут проверять, дышит ли он. К году ребенка проверяла уже каждые 5 минут. К 1,5 годам не могла оставить его ни на минуту, даже с мужем. Однажды она написала мне ночью: «Миша, я понимаю, что это ненормально. Я знаю, что с ним все в порядке. Но мозг говорит, не проверишь — случится. И я проверяю. Снова и снова. Я уже не сплю. Я не живу». Это ловушка, потому что каждое выполнение ритуала закрепляет связь тревожная мысль-действие. Мозг учится. Без ритуала тревога не уйдет. И через какое-то время человек живет уже не своей жизнью, а жизнью своих ритуалов. Пятое лицо. Сканер тела. Ловушка, Google и поиск симптомов. Раньше это называли ипохондрией, сейчас тревожность здоровья. Это когда любое ощущение в теле – это потенциальная болезнь. Заболела голова – может опухоль. Кольнула в груди – инфаркт. Появилась родинка – меланома. Устал к вечеру – что-то с щитовидкой. Странный привкус во рту – рак. И вот ловушка. Чтобы успокоиться, человек идет в Google. На 20-й минуте чтения медицинских форумов он находит подтверждение всем своим страхам. Идет к врачу, сдает анализы, делает МРТ. Врач говорит: все в норме. На 1 день становится легче, иногда на 2. Потом возникает новое ощущение. И все по кругу. Британский психолог Пол Селковскис из Оксфордского университета – один из ведущих исследователей тревожности здоровья. В работах по когнитивной модели ипохондрии показал жестокую закономерность. Чем больше человек проверяет свое здоровье, тем сильнее становится тревога. Это называется парадокс уверения. Каждое отрицательное обследование дает облегчение на 24-48 часов, а потом мозг говорит: а что, если в этот раз они ошиблись? И все начинается заново. Селковский провел эксперимент. Участникам с тревожностью здоровья запретили гуглить симптомы и проверяться у врачей в течение 6 недель. У 73% уровень тревоги снизился значительно. Не повысился, снизился. Потому что петля разомкнулась. И я знаю человека, который за 1 год сделал 4 МРТ, 3 КТ и 6 раз сдавал расширенный анализ крови. Все врачи говорили одно: вы здоровы. Он не верил. Когда мы говорили об этом, он сказал: «Миша, я понимаю умом, что я здоров. Но что, если именно в этот раз они не заметили?» Тело — это шумный аппарат. В нем все время что-то происходит. Сосуд сужается, мышца сокращается, нерв дает сигнал. Здоровый человек этот шум не замечает. Человек с тревожностью здоровья замечает каждый сигнал и интерпретирует его как угрозу. Сканирование тела — это и есть ритуал, только направленный внутрь. Он не успокаивает, он кормит тревогу. Чем больше ты ищешь, тем больше находишь. Не потому что что-то есть, а потому что ты создал систему, которая обречена что-то находить. Что с этим делать? 3 практики. Работают со всеми 5 типами. Начни сегодня. Первое. Время для тревоги. Эта техника пришла из исследований Барковца, который тестировал ее на пациентах с ГТР еще в 80-х. Результаты были настолько устойчивыми, что метод вошел в золотой стандарт когнитивно-поведенческой терапии. Выдели себе 15 минут вечером, скажем, в 19 часов. В эти 15 минут ты можешь беспокоиться обо всем, что захочешь. Запиши тревоги на бумагу. Не отвлекайся. Беспокойся максимально. Когда тревожная мысль приходит вне этого окна, скажи себе: «Не сейчас, в 19 часов», и возвращайся к делу. Через 2 недели мозг учится откладывать активацию миндалевидного тела. Не подавлять, откладывать. Через месяц тревога приходит сама в назначенное время, а в остальное время становится тише. Вторая — дыхание 4-7-8. Вдох на 4 счета через нос, задержка на 7,
Выдох через рот на 8. Сделай 4 цикла. Длинный выдох активирует блуждающий нерв. Это часть поливагальной системы, описанной Стивеном Поджесом в одноименной книге «Поливагальная теория». Поджес показал, что вагус — это физиологический рубильник между состояниями опасность и безопасность. И этот рубильник управляется именно через выдох. Тело физически не может оставаться в режиме тревоги, когда выдох длиннее вдоха. Это не магия, это физиология. Через 4 цикла пульс падает на 8-12 ударов. Это работает каждый раз. Третье. Заземление 5, 4, 3, 2, 1. Эту технику популяризировал американский психиатр Дэниел Сигел в работах по Mindsight, буквально прицельному взгляду в собственное состояние. Когда тревога накрыла, назови 5 вещей, которые видишь. 4, которые можешь потрогать. 3, которые слышишь. 2, которые чувствуешь запахом. 1, которую можешь попробовать на вкус. Сигел называет это принципом «назови, чтобы укротить». Когда ты вербализуешь конкретные сенсорные детали, префронтальная кора буквально перехватывает управление у миндалевидного тела. Это возвращает мозг из моделирования будущего в текущий момент. Тревога живет в «что если». Жизнь живет здесь. И последнее, что я хочу, чтобы ты услышал. Тревога — это не враг. Это часть тебя, которая когда-то спасала тебя, а теперь не знает, как остановиться. Не борись с ней. Не пытайся ее победить. Победить себя нельзя. Ее можно понять. Ее можно научить новой работе. Ее можно поблагодарить за то, что она делала, и отпустить с поста. Если тревога мешает тебе жить, спать, работать, любить, выходить из дома, иди к специалисту. Не через год, не когда станет совсем плохо. Сейчас. Тревожные расстройства — одни из самых хорошо изученных в психиатрии. Метаанализ кокрейновского сотрудничества, золотого стандарта доказательной медицины, показал, когнитивно-поведенческая терапия дает устойчивое улучшение у 60-80% пациентов. Это цифры, которые 30 лет назад казались невозможными. Обращение за помощью — не слабость. Это самый сильный шаг, который ты можешь сделать. А теперь скажи мне, в каком из 5 лиц ты узнал себя сильнее всего? Один номер от 1 до 5. Напиши в комментариях. Я читаю все. Это был Миша.